Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу еще один вариант создания планки для шнуровки корсета. Планку мы будем конструировать сами на деталях спинки. На выкройке корсета по центру спинки убираем припуск на шов. Переносим контур центра спинки на лист бумаги. Ширина планки 4,5 см. Это линия сгиба. Складываем лист вдвое, вырезаем. И у нас получилась готовая деталь планки с припусками. Ткань основы проклеиваем нестрейчевым дублерином средней плотности. Обводим контур планки на ткани. Обозначу припуск 1 см. И накладываю сверху 2 слоя корсетной сетки не стрейчевой. Выкраиваю сетку, исключая припуски. Сетку приметываю вручную. Выкраиваю деталь планки. Готово. Припуски 1 см приметываю вручную. Утюжим. Складываем вдвое, заутюживаем сгиб. Срез центра спинки корсета должен находиться на линии сгиба планки. Закрепляем иголками нижнюю часть планки. Пришиваем по краю. Сгибаем планку, уравниваем срезы, закрепляем. Пришиваем по краю планки. На расстоянии 1 см от края прокладываю строчку, создавая кулиску для косточки. Отступив 1 см от среза, прокладываю строчку, создавая еще одну кулиску. В подготовленные кулиски я буду вставлять вот такие пластиковые кости. Длина косточки на 1 см короче кулиски. Кончики косточек можно оплавить огнем. Это их немного скруглит. Вставляем косточки. Когда корсет готов и обработан нижний край, размечаем расположение люверсов. Отступаем от верхнего и нижнего срезов по 1 см. Измеряем расстояние между этими метками и делим его на равные промежутки от 2 до 3 см. У меня получилось расстояние между люверсами 2 см 6 мм. Подкладываю под планку сложенную бумагу. Пробиваю отверстие. Устанавливаю люверсы. И вот такой замечательный результат у нас получился. А в следующем мастер-классе я покажу полный пошив этого кружевного корсета. Сохраняйте, чтобы не потерять. Всем легкого кроя и шитья!